Всем доброго вечера. Вот уже сколько дней готовлюсь снять этот ритуал. И никак просто времени не хватает на самом деле. Сегодня еще весь день буду смотреть по консультации. Не хватает времени, но все равно стараюсь не оставлять без внимания своих зрителей. И, понимаете, все же работа копится. Да, время уходит, но работа копится, остается. Да, находишь время, снимаешь, и это все остается, это все нужно, это все будущие книги, это будущие спасенные судьбы, помощь в трудную минуту. Так что я понимаю, что надо уделять время каналу в том числе, но много-много работ последние годы. Итак, я вам дарила стать невидимкой. И этот заговор очень многим помог и помогает до сих пор. Это начитать, чтобы тебя не заметили. Пройти незаметно. Ну, например, там соседка, которая вам неприятна, и неохота с ней разговаривать, конфликтовать. Начитали, она на что-то отвлеклась, вы прошли невидимой. На работе опоздали, боитесь, чтобы там не увидело начальство, а вам нужно пройти мимо ее кабинета, предположим. Начитали, прошли. Она не заметила, отвлеклась-то и вообще не подумала о вас и не спросила. И таких ситуаций много. Опасность какая-то. Проверка пришла там в ваше предприятие, а вы не готовы к этой проверке. Но при желании у любого человека можно найти какие-нибудь минусы. Понимаете, был бы человек, статья найдется, говорили в сталинское время. А может, он сам сказал. Так что при желании, если вы кому-то перешли дорогу, обязательно найдут к чему придраться и так далее. Это не составляет труда. И вот этот заговор действительно очень многим помогал и помогает. И мне захотелось дать вам другой заговор, такого же типа, но щит-невидимка. Человек, естественно, не становится невидимым полностью. Это понятно, что он не исчезает в пространстве. Но его не замечают. Вот просто в упор не видят. Отвлекаются на что-то. Что-то случается, отворачиваются. Телефон звонит и так далее. Поскольку мы живем в непростое время, и наши родные и близкие находятся в таких местах не самых безопасных, им там тоже нужно иногда пройти незамеченным. Вы знаете, во время Великой Отечественной войны было очень много случаев подобных, когда оказывались знающие люди или дети из таких семей, якутские шаманы, предположим, их внуки шаманов, да, служили тоже, эти люди воевали. И они знали эти тайны, и если их слушались, если делали, как им указывал, говорил этот человек, спасались. Таких случаев огромное количество, великое множество таких рассказов, когда человек заговорил, он сказал: за мной идете, и не отвлекайтесь ни на что, никто не бежит, никто ничего, звук не издает, они будут на вас смотреть, но вас не заметят. И выводил целый полк прям между немецкими, значит, немецкой армией, там через лагерь их выводил. И они их не замечали. Это реальные истории. Сидели возле костра, что-то ели, шутили. И этот дед заговорил и повел за собой. Только сказал: никто из вас не должен сбиться, то есть нарушить линию, убежать, крикнуть, иначе они нас заметят, и мы все погибнем. И вот так он выводил.
одну часть выводил, потом заходил, снова выводил. Есть такие люди, разведчики, которых никто поймать не может. У них тоже есть свои секреты, свои тайны, как избежать. Есть преступники, которые владеют такой техникой и чувствуют заранее засаду, как звери. Их не могут ловить много лет. Понимаете? Вот есть определенные секреты, которыми я с вами делюсь. Я вам уже говорила, что многие вещи, которые я вам раскрыла и сказала, были за 7 замками. Были закрыты веками, понимаете? За это ведьмы, колдуны брали огромную плату, чтобы кому-то это начитать и на кого-то вот этот щит-невидимка начитывать, и чтобы человека не видели в упор. Я вам дарю даром. Поэтому знайте это, перепишите у себя, относитесь к этому уважительно. Эти работы не раз вам помогут. Если там щит невидим, то есть стать невидимкой, это в основном, когда рядом находишься или идешь куда-то и так далее, здесь немного по-другому составлено. Это очень сильный заговор, как и тот заговор, естественно. Смотрите, вот, например, вот вы за рулем едете, у вас там что-то не то, может быть, страховка не продлена, или, ну, мало ли, там какие-то поломки в машине, а перед вами ГАИ стоит. Сейчас называется ДПС или ГИБДД, уже не помню, как они там называются. Вот они стоят, и ты понимаешь, что вот сейчас вот тебя остановят. Читаешь этот заговор, пока стоишь на светофоре, и едешь. Они тебя в упор не замечают, как будто не увидели. Даже если у тебя там, не знаю, номеров нет машины, ну вот самое то, тебя оштрафовать и вообще на большую сумму. Они тебя не видят. Ну, много таких можно примеров привести. Еще можно начитать во время войны. Но есть одно но. Смотрите, есть несколько здесь вариантов. Можно просто читать, чтобы вас не видели, если вы не хотите, чтобы в этот день вообще вас замечали особо. На работе, еще где-либо. Можете конкретно называть, чтобы меня не замечали там гаишники, например, сегодня. Если, например, проверка приезжает, чтобы меня не замечала проверка или комиссия, которая проверяет, или проверочная комиссия, не знаю, как он там называется у вас. Что еще? Учтите, это надо начитывать тогда, когда вам нужно пройти незамеченным. Если вы это начитаете на работе, например, если вы продаете, вас реально не будут замечать, что тут летает, не будут замечать весь день. То есть покупатели к вам не подойдут, они вас не заметят. Понимаете, о чем говорю? Здесь четко надо говорить. Если вы действительно не хотите, чтобы вас вообще замечали сегодня, вообще беспокоили, звонили, если вы хотите отдохнуть от всех, если вы хотите выйти, чтобы вас не видели ни соседи, ни знакомые, вы начитали. Если вы конкретно не хотите, чтобы вас заметили там работники ГАИ или проверка, комиссия, или, неважно кто, значит, начитывайте таким образом. Но если вы находитесь в местах, где опасность, да, опасность пули, смерти и так далее, то вы начитываете слово «враги», чтобы меня не замечали враги. Если вы хотите начитать на близкого человека, который там находится, берете либо его вещь, либо его фотографию, держите в левой руке и читайте 6 раз, глядя на его фотографию. Но называйте его имя, я прочитаю такую версию, такую версию. И говорите, кто конкретно, чтобы его не замечал. Или враги не замечали, или, может быть, у него какие-то сейчас, как бы сказать, конфликтные ситуации с начальством, и вы хотите, чтобы его начальство не замечало сейчас. Но учтите, вы можете читать на взрослого человека только тогда, когда он сам не в состоянии, когда он находится на войне, когда он находится,
ну, в тюрьме, предположим, а у вас нет доступа к нему, чтобы ему передать. Но лучше, если вы передадите своим родным и близким, они сами будут читать каждый раз. И тогда они для врагов будут невидимы. Это их сбережет, спасет от плена, от пули. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас начитаю, и вы поймете. Для ребенка можете вы читать? Да, вы можете читать, но вы поворачиваете ребенка, значит, спиной к себе, держите его за голову руками и начитываете. Начитывайте 3 раза, если ребенок рядом стоит. Если на фотографию ребенка 6 раз, точно так же. Но можете начитать от чего? Ну, например, если там дерутся они, если там есть ребята, которые пристают, и вот вы не хотите, чтобы они подходили к ребенку, начитывайте, чтобы его не замечали. Если он не готов в этот день, например, нет настроения, вот не выучил, не успел, начитывайте, чтобы учителя не замечали, не вызывали его. Потому что бывают такие ситуации, когда ребенок не выспался, в плохом состоянии, но все равно пошел в школу. Надеюсь, поняли. Итак, если читайте на себя, то есть для себя, извиняюсь, я буду говорить здесь общее, да, но если, еще раз объясняю, если мне нужно, например, конкретно, чтобы эти люди не замечали, я говорю, чтобы глаза там таких-то там гаишников, глаза не узрели меня. А если мне просто нужно, чтобы не видел никто, вот я хочу выйти, чтобы меня никто не видел, не заметил, или пройти мимо неприятных людей, чтобы они меня не видели, то говорю, чтобы ничьи глаза не узрели меня. Итак. Духов древних призываю, дело сильное правлю, словеса потаенные реку, потайные, извиняюсь, неправильно, потайные реку. Я пишу иногда, переписываю настолько непонятно, что сама не понимаю, какое слово я там написала. Начнем снова. Духов древних призываю, дело сильное правлю, словеса потайные реку, могучие силы выкликаю. Сохранные слова наложу на себя, чтобы ничьи глаза не узрели меня. Покров непрогляда, будь со мной. Сотвори невидимый щит, чтобы не узрели меня ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером. Не раскрыть меня ни огнем, ни водой, ни зеркалом, ни мечом, ни в раскате грома, ни в отражении луны. Я в невидимой кольчуге в броне, несокрушимый оберег на мне. Закрываю, замыкаю, запечатываю, заклято. Обычно такой отвратительный почерк, когда у человека, у всех людей, которые известны были своим пером, писатели, там, критики, так, у них был отвратительный почерк. Ну и врачей это уже не обсуждается. Почему? Потому что твоя мысль быстрее руки. Рука не успевает записывать мысли, поэтому вот почерк такой отвратительный. То есть мысль настолько стремительная, что не успеваешь писать. Понимаете, не думаешь медленно, быстро думаешь. Вот в чем дело. Духов древних призываю, дело сильное правлю, словеса потаенные реку, могучие силы выкликаю, сохранные слова наложу на себя, чтобы ничьи глаза не узрели меня. Покров непрогляда будь со мной, сотвори невидимый щит, чтобы не узрели меня ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, не раскрыть меня ни огнем, ни водой, ни зеркалом, ни мечом, ни в раскате грома, ни в отражении луны. Я в невидимой кольчуге и броне, несокрушимый оберег на мне. Закрываю, замыкаю, запечатываю, заклято. Если читаете для другого человека, смотрите. Духов древних призываю, дело сильное правлю, словеса потаенные реку, могучие силы выкликаю, сохранные слова наложу на, там, Ивана, предположим, чтобы ничьи глаза не узрели его. Но здесь можете сказать, чтобы вражьи глаза не узрели его. Покров непрогляда будь с ним, сотвори невидимый щит, чтобы не узрели его ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером. Не раскрыть его ни огнем, ни водой, ни зеркалом, ни мечом,
ни в раскате грома, ни в отражении луны. Он в невидимой кольчуге и броне, несокрушимый оберег на нем. Закрываю, замыкаю, запечатываю, заклято. Если ваш муж уехал, ну, например, какая-то там поломка в машине, вы не хотите вдруг там ГАИ встретиться, а он еще на нервах, сейчас будет спорить и так далее. Чтобы вот в дороге ему не встретился никто. Вот он поехал, вы открываете окно и вслед ему читаете. Духов древних призываю, дело сильное правлю, словеса потаенные реку, могучие силы выкликаю, сохранные слова наложу на мужа своего там Петра, на Петра, чтобы глаза гаишников не узрели его. Вот так вот. Покров непрогляда будь с ним, сотвори невидимый щит, чтобы не узрели его ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, не раскрыть его ни огнем, ни водой, ни зеркалом, ни мечом, ни в раскате грома, ни в отражении луны. Он в невидимой кольчуге и броне, несокрушимый оберег на нем. Закрываю, замыкаю, запечатываю, заклято. Теперь, если там, например, ребенка, вот вы хотите, чтобы ребенка сегодня не видели, да, или там, драчуны, например, враги его, что еще, обидчики. Ну вот на кого читать? На учителей, предположим. Духов древних призываю. Дело сильное правлю, словеса потаенные реку, могучие силы выкликаю, сохранные слова наложу на сына своего там Андрея, предположим, чтобы глаза учителей не зрели его. Покров непрогляда, будь с ним, сотвори невидимый щит, чтобы не узрели его ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером. Не раскрыть его ни огнем, ни водой, ни зеркалом, ни мечом, ни в раскате грома, ни в отражении луны. Он в невидимой кольчуге и броне, несокрушимый оберег на нем. Закрываю, замыкаю, запечатываю, заклято. Чем отличается ритуал от заговора? Заговор имеет свойство, то есть, такое вот, если грубо сказать, одноразовое свойство. Вот сейчас начитали, сейчас помогло. Нет, есть заговоры, которые надолго помогают, это уже рассчитано на... То есть это почти так полуритуал, полузаговор, маленький ритуал, да, с заговором. Но в основном ритуал творится, например, чтобы на весь год было благополучие, чтобы здоровье поправить. То есть этот механизм пущен, и он работает. А заговор закончится тогда, когда ваш сын вернется домой или когда муж вернется домой. И если ваш муж вне дома, например, вы понимаете, где он может находиться, и вы переживаете за него, или сын, вы каждый день можете ему читать, чтобы его враги не узрели. Но это каждый день. День закончился, этот заговор потерял силу. Почему? Потому что он рассчитан на один день. Вот на сегодня вы читаете, на одно происшествие, да, вот сейчас вам это надо. Ну, желаю вам удачи. Пойду я собак выведу и сяду отвечать, потому что уже накопилось, надо уже посмотреть, кто ко мне на консультацию, кто чего и так далее. Если будут силы, вечером еще сниму, не обещаю. Всем всего хорошего.